Привет, привет! В третий раз уже. Наконец-то мы подобрались к самому вкусненькому нашему раскладу на Мерта и Афру. Снова размешиваю колоду. Сегодня будем смотреть на творческие, профессиональные, личные отношения этой пары. Наконец-то мы добрались. Что из этого было пиаром, а что было искренне? Почему так хорошо складывалось на экране, но не так хорошо складывалось в жизни? Или наоборот, хорошо складывалось в жизни, а мы что-то не поняли? Если все было так замечательно, то почему в результате расстались? А окончательно ли? А вдруг они еще будут вместе? А вдруг они уже вместе, а мы не знаем? А то вон про Керема с Хенде, что только мне в комментариях не понаписали. Давайте все смотреть, все интересно. Мне так особенно, я вообще от этой вселенной достаточно далеко, я эти все имена узнаю только с вашей помощью из комментариев, которые вы пишете. Так что пишите комментарии, мне все это очень интересно. Давайте смотреть. Афра Сарачева, Мерт, Рамазан, Демир. Вот они познакомились. Первое знакомство, первая встреча. На съемках сериала это произошло или они до этого друг друга знали? Какие они были в тот момент, в тот, может, день, когда познакомились? Какой был Мерт и какой была Афра? Я, если честно, немножко запуталась в комментариях к раскладу про Афру. Там было очень много мнений разнообразных. В частности, было два противоположных о том, что я повторяю всю информацию из сети, а значит, я предвзятый, не могу взять из головы исключительно интуитивно, и что я вообще не в курсе того, что происходит, поэтому по картам все вру, все не соответствует. В общем, я немножко запуталась, надо мне знать заранее или не надо. Про эту пару я заранее ничего не знаю абсолютно точно, вам говорю. Ну, хотите верьте, хотите нет. Сериал не смотрела, имена вычитала в комментариях. По-моему, в раскладе на Керема Бюрсина меня попросили разложить и на этих двух товарищей тоже. Соответственно, ничего я не знаю ни про карьеру, ни про личную жизнь, ни про перипетии этого сериала. Здесь мне по картам кажется, и поправьте меня, если я ошибаюсь, что изначально, когда сериал снимали, вроде как Афра была уже назначена на роль, ее приняли туда. Может быть, даже специально для нее этот сериал делали. То есть, когда там писали сценарий или придумывали эту историю, подумали, вот она хорошо сыграет главную героиню, надо ее взять. Не случайность это была, что она в этот сериал попала. И вроде как Мерт туда попал, так сказать, в процессе подбирания идеального партнера для Афры. Это рабочие отношения, здесь у нас пентакли. Это обычные, стабильные, стандартные рабочие отношения. Я подозреваю, что, может быть, они даже и не знали друг друга до этого. Просто ей в пару подбирали соответствующего, максимально подходящего партнера. Ну и настрой тоже был достаточно рабочий. Он с энтузиазмом, с желанием проявиться. Может быть, это его шанс был какой-то. Скажите мне, опять же, ничего не знаю. Первое – это его яркая роль, главная роль. Или он до этого снимался. Афра вроде как уже была устоявшаяся, стабильная такая фигура, про которую знали и которую специально на этот сериал брали. Пока вижу только какие-то рабочие, обычные отношения. Не было там такого, что, например, она его знала заранее или там как-то он ей понравился. Ну, не знаю, там в коридорах где-нибудь студии они сталкивались. Она, о, какой молодой человек, надо с ним поиграть, например. И предложила бы его кандидатуру тем, кто решает. А вот я там в коридоре видела мальчика симпатичного, давайте его возьмем. Вообще даже нету никаких, кроме работы, отношений, кроме какой-то, может быть, обязанности. Ну вот и выбрали их на главную роль, и вот начали они играть. Какие у них были, какое у них было первое вот профессиональное друг о друге впечатление, как им было работать вместе. И не в продолжительный период времени, а изначально. Вот они встретились и начали работать. Какое впечатление именно профессиональное друг на друга произвели? Что подумала про... Нет, не так. Что подумал про Афру Мерт, что он про нее подумал. И что она подумала про него. Опять, она гораздо больше специалист. Она трудолюбивая, она настойчивая, она каждый день ходит на работу, никогда не опаздывает, очень профессионально подходит,
Наверное, там текст знает, не по бумажке читает. Не знаю, насколько это удивило бы его, но вот этот профессиональный подход и такая серьезность по отношению к работе, вот он в ней это заметил. Видимо, с ней с этой точки зрения было, если неприятно, то, по крайней мере, эффективно и очень профессионально работать. А он ей показался, немножечко витающим в облаках. Может быть, опять же, может ли такое быть, что это была его, если не первая, то одна из первых работ, что он был чуть меньшим профессионалом. Как будто бы человек не определился, как будто бы, может быть, первые... Я не знаю, как процесс съемок выглядит. Они же там репетировать должны, они же не с первого дня сразу снимать начинают, вот прям конечный результат. Они сначала учат тексты, потом репетируют, ищут как-то форму этого героя, наверное, да, прошла одна репетиция, нет, что-то ты как-то не так его изображаешь, давай попробуем придумать ему какие-то особенные черты и проработать его характер, я имею в виду героя, чтобы он как-то более естественно получался. Может быть, там предварительный процесс такой сложный был, как будто бы нужно было искать, вот как звали главного героя, не знаю, но вот нужно было его искать внутри Мерта. Не сразу он естественным образом начал получаться. Как будто бы у нее сложилось впечатление, что он такой не определился, что он будет показывать. Потому что он был разнообразный, может, он был неожиданный, может быть, он в характер не вписывался вот этого главного героя. Он какой должен быть? Спокойный, интровертный и недоступный, и тогда у девушки больше вызывает старание обратить на себя внимание? Или он, наоборот, какой-то открытый, гулёна, бабник, весь такой веселый, энергичный, экстравертный, и тогда по-другому нужно строить динамику отношений героев. Вот как будто бы он не совсем знал, что он хотел снимать. Как будто бы они вместе искали главные характеристики вот этого героя. Но по работе притирались для начала, да, и у нее, выглядит так, что она опытней была. А личное отношение, они какое друг на друга произвели впечатление? В самый первый день, когда они познакомились, они вот какое впечатление именно такой с человеческой точки зрения, с эмоциональной точки зрения, какое произвели? Каким показался Мерт Афре и какой показалась Афра Мерту? Какой бы он там ни был профессионал и как бы он ни играл, мужчина он был видный, мужчина он был заметный. Видимо, красивый, видимо, такой с иголочки одетый. Видимо, довольный, удовлетворенный, в хорошем настроении. Весь такой, может быть, немножечко вальяжный. Весь такой, знаете, полноценный и целый. Это не хорошо и не плохо. Может быть, он не показался, знаете, таким вот голодным студентом, который рвется в свою первую роль и хочет вложить туда все там 150% своего таланта, чтобы его наконец заметили. Потому что вот такого вот рвения и какой-то эмоциональной вложенности туда не было, да, огня там это какого-то не было. Была вальяжность, была спокойность, была уверенность в себе, была какая-то стабильность. Такой вот нормальный, хороший, комфортный для общения человек, достаточно эмоциональный. Кубки – это эмоции, это выражение этих эмоций. Не всегда это позитивные эмоции. Не всегда это радость. Это не значит, что человек прям с зажигалочкой и постоянно с широченной улыбкой скачет 24 часа в сутки, довольный, счастливый, радостный и всем поднимает настроение. Взлеты и падения тоже могут быть. Но эта эмоциональность не скрывается. Этот человек, может выглядеть искренним в том числе. Она ему показалась, может быть и амбициозной тоже. Двойка жезлов – это два равноценных желания. И вроде как желание человека, когда ты движешься к какой-то цели, когда ты ставишь перед собой план какой-то, тебе хочется, как у Винни-Пуха было, и того, и другого, и можно без хлеба, побольше. Хочу и так хочу. Это у меня уже есть, хочу еще чего-то. Хочу добавить, хочу разнообразить, хочу попробовать по-другому. Энтузиасткой она ему показалась. Человеком, стремящимся куда-то. Может быть, человеком с планом с каким-то. Может быть, пока без плана, но явно амбициозным, явно каким-то решительным и горящим в сторону будущего. Может быть, она просто была воодушевлена очень сильно этим сценарием, очень
нравилась ей перспектива поработать, и было ощущение, впечатление, что ей есть что сказать в этой роли, как будто она вот вжилась туда, как будто она горела всем этим существованием. Получается, что немножко профессионального, но и впечатление от человека тоже складывается такое достаточно позитивное, потому что она с удовольствием ходит на работу, у нее все время горящий взгляд, у нее все время есть какие-то предложения по работе, она все время там вчитывается в этот сценарий, пытается там слова местами поменять или с кем-то там сцену какую-то обсудить. Она все время с энтузиазмом к этой работе подходит. И как человек получается ярким, впечатление производит тоже такого не то что нестабильного, а неуспокоенного человека, человека с движением каким-то внутри, с огнем, с желанием что-то делать. Энтузиаст и такой амбициозный энтузиаст, у которого есть цели в будущем. И вот они начали работать вместе. И все-то у них было, видимо, хорошо, потому что сериал, надо полагать, длинный. Серий там много обычно в турецких сериалах. Вот они, значит, работали с профессиональной точки зрения. Как у них шел этот процесс, как им работалось вместе. Давайте динамику просто вот всего этого периода. Мерт, его мысли, чувства и действия, имеем в виду, что относительно работы в сериале, относительно роли. И Афра с ее мыслями, чувствами и действиями. Ну, не то чтобы сильно Мерт на это влиял, но, видимо, какие-то все-таки профессиональные ограничения были. Смотрите, это действительно очень профессиональный набор карт здесь. Так скажу, что оба работали на совесть, оба хотели позитивного результата от того, что они делают. Мерт это все воспринимал как работу, как профессию, как способ заработать деньги, отдавался туда совершенно искренне. Она здесь вроде как больше за правду образа, за идею больше, чем за деньги. То есть хотелось сделать хороший продукт, хотелось проявить себя, хотелось вложить туда максимум своих внутренних возможностей. Действительно, очень искренне и очень ответственно девушка у нас здесь подошла к тому, что нужно изобразить на экране, и даже не столько в деньгах непосредственно дело было, но, наверное, где-то на заднем плане была идея о том, что если продукт будет хороший, то он, скорее всего, окупится. Просто дело в том, что она не совсем зарабатывала на этом. Ей просто нужно было хорошо вложиться туда, хорошо себя показать, правильно, профессионально подойти, серьезно подойти. Как-то вот она серьезно учила тексты, профессионально как-то вот подходила, там никогда не просыпала, никогда не опаздывала. Возможно, и с точки зрения профессионализма, накопленного на предыдущих проектах, потому что здесь я опять подозреваю, что это не первая ее съемка была, или, может быть, на основании того, что она уже, вот какой она человек сама из себя представляет, хотелось вложить в эту роль чего-то, что вкладывать туда не нужно было. И энтузиазм ее, вот, скажем так, немножко крылышки вот эти вот чуть-чуть обрезали и чуть-чуть ее успокаивали, потому что если есть вообще волю дать, она как будто бы встревает в процесс и как будто бы начинает там, я не знаю, сцены перекраивать, какую-то мизосцену перестраивать, какие-то свои варианты туда вставлять. Вот у нее по действиям немножечко такая жертвенность идет и замкнутость в какой-то ситуации, как будто ее не полностью ей давали возможность раскрыться. Она бы по-другому, может быть, и сделала. Но у нее там, например, четко сценарий был, не отходи от сценария, четко ей говорили, что нужно делать, как нужно делать и какое при этом у тебя должно быть выражение лица. Она бы, может, импровизировала больше, но ее просили этого не делать. То есть она в эту работу вкладывалась как-то более творчески и более индивидуально, но это через какое-то сопротивление происходило, и в результате, мы получили то, что мы получили. Я так понимаю, что сериал достаточно популярный и всем понравился, то есть люди, которые настаивали на том, что нужно снимать именно так, как нужно снимать, а не так, как вам
актерам внутри вашей головы кажется, они, судя по всему, тоже были правы. Но вот ей во многом не дали раскрыться, она во многом могла бы проявить себя. Это, может быть, был бы и другой сериал. Мужчина Мерт у нас здесь к этому подошел достаточно профессионально, достаточно трудолюбиво. Знал заранее, что это профессия, это моя работа, я сюда там считаю часы, сколько времени я работаю, мне за это обязательно заплатят. Единственное, что в действиях у него вот эта вот луна, она как будто бы он был чем-то еще занят. Не то, чтобы он несерьезно относился к этой роли, не то, чтобы он не хотел сниматься, он достаточно ответственно подошел к этому процессу, он в конце концов согласился на эту роль. Но как будто бы заканчивается съемка, он собрался, ушел, у него еще какие-то дела есть. Как будто бы не полностью он туда отдавался, как будто бы перенастраиваться приходилось каждый раз, потому что он отвлекался немножко. Как будто не жил он этой ролью 24 часа в сутки, не снились ему там по ночам кошмары, как правильно нужно проработать характер и что не соответствует вот в этом главном герое из того, что он уже снял, как это можно переделать. Ну вот как-то не тревожился, не болел именно за эту роль, а как будто бы вот приходил, работал, снимался по сценарию, пожалуйста, сказали смотреть влюбленными глазами, смотрю влюбленными глазами, сказали поругаться, поругался, сказали хлопнуть дверью, уйти, хлопнул дверью, ушел. Все. Звонок, конец съемок, 7 часов вечера, встал, вышел, пошел заниматься своими делами какими-то. Не знаю, насколько легко входил в роль, но выходил он из этой роли достаточно легко и просто. То есть у него такая больше рабочий подход к процессу был. Что, в общем, не отменяет того, что он старался это делать, что это действительно растянулось на большое количество времени, а значит, туда нужно было распределить все свои силы и все свои старания, да, чтобы не выгореть, чтобы не перегореть. Возможно, вот этот вот подход по переключению психологическому, это и правильно тоже, потому что сколько сериалов снимается обычно у них там, я не знаю, сколько снимается сериал, я знаю, что серий много, но сколько они этих серий в день штампуют, непонятно. Год, например, они его снимают, да, предположим, если ты каждый день в течение года горишь просто на износ всем тем, что ты хочешь из себя показать, к концу года можно просто, кухой поехать уже. Если нужно уметь расслабляться, уметь переключаться, уметь заниматься чем-то еще. Может быть, с этой стороны он прав был. Но и тем не менее работа шла достаточно ответственно и серьезно. Никто здесь спустя рукава не подходил. Вкладывались оба. Вот я даже подозреваю, что Афра просто чуть-чуть более вкладывалась в роли, там больше ее каких-то наработок, каких-то инноваций, каких-то предложений, и все-таки инициатива кое-где проскакивала, то есть, может быть, там она какие-то фразочки придумывала или как-то очень художественно, там, не знаю, жест какой-нибудь делала, это ее придумка была, этого не было в сценарии, но это хорошо сработало. Единственное, что вот ее с этой ее инициативой и с этой ее желанием все вокруг себя улучшить, немножко сдерживали, потому что иначе бы она, конечно, у нее, судя по всему, может какой-то, я не знаю, режиссерский талант есть еще тоже внутри. И она как будто видит всю эту картину целиком и как будто бы вот хочет ее построить, но только здесь ей режиссером не дали стать. Замечательно работали они вместе и, в общем-то, даже отдавались этому процессу в целом. Какие у них отношения были на этих съемках? Вот что хорошо было, как у них зарождались эти отношения. Как сказать, пик приятных отношений. Рост взаимоотношений, рост интереса, романтическое вот это вот влечение друг к другу. Оно как в течение сериала происходило, вот в лучшем своем проявлении. Максимальный плюс из того, что они получили в романтическом отношении, за это время. Я так понимаю, что они расстались после сериала, да, расскажите мне, в процессе сериала они расстались или после сериала они расстались, как вот Керем с Хёнде перестали работать вместе, и, собственно, отношения тоже развалились. Самое лучшее вот в этих отношениях, романтическое, приятное, любовное в течение съемок, самое хорошее, что с ними происходило. Опять у нас снова сторона Мерта с его мыслями, чувствами и действиями. Ох, влюбился. И Афра с ее мыслями, чувствами
Есть. Искренне это было очень. Сколько бы у нас здесь не было кубков на Мерта, и тем не менее он очень тянулся, очень рвался и очень хотел эти отношения, потому что девушка его, конечно, зацепила, увлекла, заинтересовала. Я подозреваю, что влюбился здесь по юстиции. Прям-таки это честно было с его стороны. Он действительно это чувствовал. Единственное, что при всем том, что мы раскладывали на него вот в персональном раскладе, который ролик отдельный у меня на канале есть, он там по тому раскладу показался очень эмоциональным и очень эмоциозависимым, как будто бы ему действительно чувственность и чувствительность сильно важна была. Здесь в этих отношениях чувственность и чувствительность Афра проявляла. Она искренне влюбилась, у нее вот эта вот химия случилась, она действительно его полюбила. Это действительно было правдой. Она действительно думала, что это к чему-то приведет. Она хотела, чтобы это к чему-то привело. Она серьезно к этому относилась. Это не одноразовое, не местечковое и не вот здесь и сейчас давайте отдадимся этим чувствам, а дальше там как пойдет, или вообще я планов на будущее не строю. Нет, это были как будто бы очень серьезные, очень чувственные, очень приятные отношения, которые хотелось и продлить в том числе. И она серьезно к этому относилась. Она правда думала, что они будут вместе, и что они будут продолжать эти чувства. Вот сколько они времени вместе происходили, столько это чувство как-то трансформировалось и преобразовывалось, и становилось крепче, глубже, серьезнее, насыщеннее. Вот прогресс был в ощущениях, несомненно, с ее стороны. У него здесь, повторюсь, кубков не очень много, но у него есть стремление и желание эти чувства, не чувства, а отношения иметь, быть в этих отношениях непосредственно с этой женщиной. Она его зацепила, она его как будто, ну, не часто, но есть определенные тарологи, которые любят королеву жезлов называть ведьмой, например. То есть это женщина, которая и околдовать-то может. Я не впрямую имею в виду, не в смысле магии. Ну, кто верит, ради бога, пожалуйста. Может быть, она его и хотела околдовать, а может, он сам околдовался. Но я так больше не эзотерическую, а психологическую, что ли, часть этого состояния имею в виду. Бывают такие люди, которые тебя прям вот околдовывают, очаровывают. Как-то вот что-то такое происходит, я не поняла. Это не то, чтобы чувство какое-то искреннее, но вот такое вот прям стремление, желание, ну, желание, несомненно, по жезлам это и физическое желание в том числе, прям очень она его устроила во всех проявлениях, и красивая, и умная, и яркая, и профессионал, и хочу ее, не могу, постоянно, и за это нужно было бороться, это нужно было себе присваивать, это такой процесс был по завоевыванию ее. То есть она-то как бы влюбилась-то влюбилась, но, наверное, вела себя так. Может, она не хотела смешивать работу с личными отношениями поначалу. Может быть, она изначально думала, что это неправильно. Вот в данном случае она повелась на его уговоры, да, и даже это были не уговоры, а прям настойчивые такие шаги он в сторону нее делал, он ее прям завоевывал, он прям доказывал ей, что именно им надо быть вместе. А она, конечно же, испытывала к нему чувства, конечно же, прониклась, конечно же, химия была искренняя, совершенно действительно работала, но, может быть, был какой-то вот такой момент, что, может быть, с коллегой это не очень правильно. Или с коллегой, допустим, по проекту. Не в смысле с актером нехорошо связываться, а в смысле, что давай мы не будем и работать, и любить друг друга одновременно на съемках. Может, она с этим подходила. Он ее переубеждал, он настаивал, он прям так рвался вперед доказать ей, что у него достаточно искреннее, достаточно честное намерение, и что ему вот обязательно нужны были отношения. Он очень их хотел, он этого добивался. Она в результате, ну, видимо, поддалась, потому что не то, чтобы он ее очень сильно уговорил, у нее изначально почва для этого была, она изначально прониклась к нему тоже. В результате поддалась, да, в результате они начали, в тот момент, когда она согласилась, они начали уже усерьезнивать эти отношения. У них у обоих как будто бы и планы тоже на будущее были. Хочется посмотреть в связи с сериалом что-то вроде
что-то вроде, что было настоящим, а что было частью пиара, или что было... Знаете, пиар, как-то вот не хочется сюда приплетать пиар, потому что пиар – это напускное, наносное и, как сказать, осознанное. Пиар вы делаете. Но может такое быть, что под влиянием сценария, под влиянием того, что ты с этим человеком очень много часов в сутках проводишь, и изображая другого человека, изображая чувства, которые нужны по сценарию, как будто бы легко запутаться немножко в своих истинных чувствах, как будто бы может показаться, что если я его люблю в кадре, то я его люблю и в жизни тоже. Я же испытываю эти чувства, они же искренни, как актеры, они же находят где-то внутри силы для того, чтобы показать это чувство. Может быть, ты его начинаешь в какой-то момент совершенно искренне путать с реальностью. Вот насколько это было относительно фильма, насколько это было относительно сценария, образов, которые они играли, и насколько это было, по сравнению с тем, насколько это было искренне и изнутри. Потому что, может быть, вот эта вот пелена сценарная и вообще антуража этого всего в момент конца съемок закончилась, и в этот момент мог начаться спад отношений, потому что вот развеивается вот этот вот дымочек, да, развеивается этот розовый туман, и вдруг вы приходите в осознание того, что реально это наши чувства, на самом деле другие, может быть, поэтому они расстались. Но мы пока так далеко заглядывать не будем, давайте посмотрим, вот насколько вот эта химия, вот эта ясность и желание быть вместе и проявить эти чувства, насколько они были относительно фильма или насколько они были искренны у Мерта и у Афры. Мне кажется, что Афра была искренна. По крайней мере, эмоции, которые она испытывала, были честные. Вот как сформулировать? Все, что она чувствовала, было правдой. Изнутри шло. То есть, может быть такое, не буду настаивать, не все мои комментаторы верят тому, что я чувствую здесь вот интуитивно по картам, в ощущениях. Но мне кажется, что все, что она чувствовала, все, что она показывала на экране, оно настолько искренне шло изнутри, что, может быть, она и не разделяла. То есть она просто это чувствовала. Она вот искренне совершенно, может быть, для того, чтобы играть любовь на экране, да, для нее важно иметь эту химию и в личной жизни тоже. Иначе получится неискренне, иначе получится нечестно. Так удачно совпало в данном конкретном случае, что она действительно абсолютно искренними эмоциями прониклась к человеку, к Мерту, а значит, получилось у ее героини со временем влюбиться и в героя этого самого Мерта. По его картам мне кажется, что он как раз ошибся. Не скажу, что он целенаправленно это делал. Здесь не показано, что он прям-таки врал и изображал эту любовь. Опять же, в предыдущих картах нету кубков, они отвечают больше за искренность, наверное. Есть желание быть в этих отношениях, добиться этих отношений, добиться этой самой женщины. И здесь есть продолжение, вот в этих двух картах, есть продолжение того, что, может быть, он действительно несколько перепутал внутри себя своего героя и себя, собственно. Может быть, там в сценарии были написаны способы, как добиваться девушек, да, в сериалах так часто бывает, что ты там одно попробовал, другое попробовал, а она вот такая вся неприступная ходит и ничего на нее не действует. И вот он как будто чуть-чуть перепутал у себя в голове, что это нужно делать с героиней, а не с актрисой. И, собственно, с таким же подходом подошел. Может быть, увидел в ней те характеристики, которые были у главной героини. Может быть, ему понравилась динамика отношений главных героев. Может быть, он себе также хотел. Мы с вами в предыдущем раскладе, вот в его персональном, видели, что он и максимума эмоций хочет, и в принципе максимума, он такой эмоциональный и очень яркий, ему вспышки и напряженность какая-то отношений тоже очень сильно важна. Он бы хотел это, может быть, развить, он бы хотел это, может быть, задержать в своей жизни. И тут
удачно совпало, что по сценарию именно такие отношения складываются с этой девушкой, а значит, ну, мне тоже это надо, мне и в жизни это надо. Я хочу, чтобы у меня в жизни было так, как у нас на экране. И вот чуть-чуть, может быть, где-то даже не то, что перестарался, но просто как будто бы действительно попутал чуть-чуть в голове, чуть-чуть сам себя обманул капельку и выстраивал отношения как будто бы сценарные, а не искренние. Или как будто бы не сразу понял, каких искренних отношений он хочет. Может быть, Афра в данном случае не совпадала бы с его какими-то требованиями, но просто она совершенно искренне играла это на камеру, и ему то, что она играла, нужно было. А она, ну вот не обязательно, что себя играла, она же по сценарию играла. И там ее проявления не очень много было. Вот мы посмотрели, ей инициативу проявлять не давали. Может быть, она в реальных отношениях там лишний раз что-нибудь сказала бы, да, или не позволила бы такое обращение с собой, как требуется по сценарию, например, да, если тебе там кто-то что-то сказал, и ты так в кулачок зарыдала, божечки, он меня обидел. А она, может, сразу с ноги в ответ дает или там скажет что-нибудь, и плакать не будет на эту тему. Может, у нее совершенно другой характер в жизни, мы же не знаем. Ну, то есть я лично не знаю, какого персонажа она играла в этом сериале, насколько он соответствует ее внутреннему миру. Она играла то, что предлагалось по сценарию. Ему этот сценарий настолько зашел, что он хотел повторения этого в жизни. Что же хорошо, давайте посмотрим, что же было максимально хорошо в этих отношениях, вот когда они сошлись и с друг другом договорились, что они будут не только играть вместе, но и там, жить вместе, встречаться вместе, выходить вместе. Что было максимально хорошо в этих отношениях для Мирта? И что было максимально хорошо в этих отношениях для Афры? Как это может быть максимально хорошо? Поняла. Снова карты нам подтверждают, что это достаточно искренние были отношения. Он был влюблен, полон эмоций. Снова, в 100-й раз уже повторяю, что большое количество эмоций не обязательно через край чего-то максимально хорошего. Они разные, эти эмоции бывают, просто они есть, и просто их много. И король, он еще чем хорош, что он умеет эти эмоции контролировать и как-то жить в них. Они не хаотично в твоей жизни вдруг случаются, что ты попадаешь в какие-то сложные, неприятные для себя ситуации, потому что где-то эмоционально высказался, где-то что-то не хватило тебе каких-то эмоций, когда ты неадекватной ситуации действуешь, когда ты не умеешь контролировать свои эмоции. Здесь все было стабильно, хорошо, качественно, очень эмоционально, очень приятно, очень нравилось. Вот все, что происходило, даже когда ругались, все равно было хорошо, потому что, может быть, потом мирились, а может быть, потому что нужно было ругаться, потому что он не человек болота, он бы не жил в ровных, стабильных отношениях. Ему нужны были вот это вот бурление, нужны вот эти легкие такие взлеты и падения, немножечко эмоциональные качели. У него это все было, ему это было максимально приятно, максимально чувственно, максимально в своей тарелке, там вот как рыба в воде себя чувствовал. Она, императрица, для начала по десятке жезлов. Десятка жезлов – это многие желания, многие старания, многие труды по достижению какому-то, да, усталый, напряженный человек, который уже к концу пути немножко подвыдохся, но сделать надо, и ответственность какая-то есть, и чувство долга, и цель какая-то у тебя есть, и ты ее видишь даже вот там вот вдали домик, который ждет этого человека с его дровами, и как будто бросить на полпути нельзя, потому что ну вот он, ты уже почти пришел, и чуть-чуть осталось, надо собраться. Как нам императрица здесь уточняет это состояние? Императрица – это творчество в чистом виде, это производство, это приумножение того, что вокруг тебя происходит, произрастание, творение, что ли. Это мать природа, которая вот постоянно растит и родит чего-то, все время что-то происходит. Я думаю, что у нее с этими отношениями произошел творческий подъем. Она прямо смогла расширить себя, свой внутренний мир настолько, что все желания ей были по плечу, любые амбиции срабатывали. Он ее, может, поддерживал, он ей, может быть, советы давал, он, может быть, ей туда идеи какие-то новые вкладывал. И она как губка это все впитывала, ей все это было хорошо, ей все это было на пользу. Она
как, знаете, как это самое, поджигают, и вот петарда полетела, да, тебя хвостик подожгли, и ты такой, и все, и на все у тебя силы есть, и на все у тебя есть энергия, и всего ты хочешь. Такое производственное состояние, которое вот прям повышает скорость твоего существования. И эти ощущения, эти чувства и эти отношения с миром прямо сил добавили, и творчество добавили, и вот этой вот способности родить из себя что-то качественное, полезное давали. Много было желаний, много было энтузиазма, много было планов каких-то на будущее, и эмоций тоже было много. Но потом что-то пошло не так. Ну, интересно, что пошло не так. Трещинка какая-то появилась в отношениях, что-то. Я даже думаю, что с такими эмоциями в отношениях и с такой, как сказать, нестабильностью, что ли, может быть, и сходов-расходов было несколько. Вот давайте посмотрим, давайте по стабильности, насколько ощущение вечности этих отношений. Вот раз и навсегда мы встретились, все, мы теперь будем вместе. Как вот это ощущение проявлялось в обоих. Они серьезно к этому относились, они надолго к этому относились, они эти отношения строили вот прям навсегда, или это было в моменте, и тогда неудивительно, что, не получается, разошлись, а потом, ой, нет, без тебя плохо, давай сойдемся обратно. Ой, опять вместе не получается. То есть когда люди, когда конечной цели нету, когда не определено то, куда ты движешься, соответственно, у тебя не получается в настоящем это все построить. Вот насколько они планировали эти отношения на будущее, насколько они серьезно относились к тому, что они хотят построить из этих отношений. Эрт и Фра. Не было планов на будущее, я подозреваю. Тогда с трещинками у нас что происходило не так? И девушка ищет новых путей. Смотрите-ка, может быть, у нас Мерт не сильно привык к такого формата женщинам, что ли, к такому отношению. Возможно, я вот в прошлом, опять же, раскладе говорила, что он такой залюбленный, очень ребенок такой, о котором заботились, который, может быть, был центром вселенной, да, своей мамы, например, или там, родителей, семьи, все его любили. Вот это вот. Он привык к этому отношению. Это сомнение, и это то, что происходит очень медленно, а это девушка, которая ищет других путей. Вот здесь вот прямо оракульно, здесь у нас девушка стоит уже с чемоданами готовыми, ждет, когда карета увезет ее вообще в неизвестном направлении. Какой я вывод делаю из этих 3 карт? Что для него эти отношения странным образом строились, он их не очень понимал. Непонятно было, почему не я центр ее вселенной, почему не работает очень быстро то, что мы встретились, мы друг другу понравились, мы съехались, давай начинать жениться, давай жить вместе, как-то давай это все делать. Почему все происходит медленно? Почему то ли он не хотел ей делать это предложение, то ли он сделал, она там как-то витиевато отказывалась, не то что сразу нет сказала. Может, она сразу нет сказала, вот они первый раз на эту тему разошлись, потому что он такой, давай уже дальше строить отношения. Она говорит, не-не-не, погоди, я не согласна, я не готова. Вот здесь вот. Она, почему на будущее тоже не строила эти взаимоотношения? Потому что она не была уверена в нескольких пунктах. Во-первых, в том, что это эмоциональность и чувственность, что это те чувства, которые продлятся долго. Возможно, опять же, потому что они волнами развивались. Когда у тебя все более-менее хорошо или, допустим, в рост идет, у тебя есть какой-то даже математическая стратегия, что ли, экстраполировать это на то, что дальше будет примерно так же или даже лучше. Когда ты уже с этим человеком испытывал падение эмоциональное, когда уже было расстройство, когда уже были ссоры какие-то, когда, может быть, не очень, экологично они из этих ссор выходили, ты уже знаешь и провалы этого эмоционального состояния тоже вроде как не очень уверен, что я бы хотела всю эту жизнь так себя чувствовать. Оно на взлете, конечно, хорошо, но в момент падения как будто бы не сильно приятно. На это она не могла согласиться. Она не могла решиться на то, что эти отношения действительно должны быть долгими. Может быть, в силу возраста, может быть, в силу воспитания, может быть,
Она думала, что мне рано еще, как сказать, зацикливаться на одном конкретном человеке, потому что, рано еще, мне там, я не знаю, 20, что это я вдруг вот сейчас на всю оставшуюся жизнь замкнусь именно на этом человеке. Мало ли что может быть. Может быть так. Может быть, она вообще эмоциональные отношения, вот здесь вот и по этой тройке жезлов тоже кажется, может быть, как будто бы не брак был основной задачей и ее в том числе, потому что у нее еще были планы на будущее, у нее была какая-то стратегия, может быть, у нее есть там представление о том, что она замуж выйдет не раньше 35, потому что раньше 35 нужно строить карьеру, у меня другие планы есть. Карьеру или жизнь, или там сначала я позабочусь о своих родителях и там о своих младших братьях и сестрах, а потом я буду уже о себе думать, мало ли какие у нее мысли могут быть в голове. И она как будто бы не очень стремилась в этот брак, как будто бы у этой девушки еще были какие-то планы и какие-то возможности по движению. А он очень этому удивился, он такой, в смысле, как так ты, единственным твоим желанием в жизни не является выйти за меня замуж и сесть дома рожать мне детей? И работу бросить в том числе, а она к этому была не готова. Как будто бы они изначально, я не могу сказать, что не подходили друг к другу, как будто бы у них цели в жизни были разные. Вот что. Или взаимопонимание с трудом с каким-то шло, потому что в разные стороны, как сказать, вектор внимания был направлен. И вот случались у них разнообразные трещины, тоже вот, собственно, вот из-за этого оно и происходило, потому что ему нужно было больше внимания, больше сосредоточенности в эту сторону, а она чем-то другим занималась, что его очень удивляло. Что послужило причиной окончательного расхода разладовых отношений. Вот это вот финальное, собирание чемодана, выставление его за дверь и закрывание двери этой самой. Что явилось прямо самой главной причиной, почему в результате какая-то очередная ссора или какая-то очередная трещинка не привели к примирению, а привели, наоборот, к ухудшению ситуации и все-таки к финальному расходу. Что это было для Мерта и что это было для Афры. Что это мы здесь? Не ребенок. Не ребенок. Сила. Здесь женщина продолжала настаивать на своем. Знаете, как работают здоровые отношения в теории? Опять же, кто знает, как работают здоровые отношения, у тех эти самые здоровые отношения есть, тогда бы все были счастливы, если бы это было так просто. Но чисто теоретически вы встречаетесь, например, и два абсолютно разных человека, ярких индивидуума, каждый свой собственный. Вопрос не раствориться в партнере, а притереться и найти, вот как у пазликов бывает, у одного выпуклость, у другого там впадинка. И вот чтобы совпало где-то вы друг друга должны дополнять, где-то должна получаться какая-то общая картина. Как это работает, опять же, чисто теоретически? У вас, конечно, бывают разногласия, у вас, конечно, бывают сложности, но если их пытаться искренне совершенно разобрать, если не врать в момент разбора этой ситуации, если попытаться услышать версию партнера и подстроиться под эту версию, с обоих сторон работает, то как будто бы в следующий раз, даже если вы попадете в подобную ситуацию, а в идеале хорошо бы в нее не попадать, да, вы ее проработали, больше вы как бы с такой трудностью в своей жизни не сталкиваетесь. Но даже если вы столкнулись с примерно похожей ситуацией и снова каким-то образом не справились, вы уже проходит легче, потому что вы сделали соответствующие выводы и знаете примерно отношение партнера. Дальше идет уже какой-то внутренний выбор. Я хочу делать так, как я хочу делать, или я немножечко подвинусь, потому что ему от этого будет, например, приятнее, или для него это важно, а мне, например, все равно, почему бы не сделать так, как ему хочется. То есть это какое-то постоянное движение навстречу и постоянное движение вот по выискиванию своего места в этих отношениях. Нельзя полностью раствориться и делать только то, что от тебя партнер хочет, потому что тогда куда-то деваются все твои желания, вся твоя индивидуальность, и настаивать на своем, и постоянно гнуть свою вот такую жесткую линию, поливав на его чувства, его
желания, его там попытки как-то показать тебе, где ему некомфортно в этих отношениях, это тоже, соответственно, отношения ломает. Вот в данном случае мне здесь видится, что Афра не очень была настроена и направлена на то, чтобы меняться под пожелания Мерта. Не скажу, что эти желания и пожелания были какие-то сильно ее ломающие, но они же и эгоистичные были тоже. Мне здесь видится немножечко детско-подростковые отношения людей, которые не продумали и не научились. Она очень старательно пробовала оставаться самой собой, держалась за свои какие-то представления, да, очень отстаивала свою позицию. Вот договориться не получилось. Он ей говорит: я хочу, чего бы он там ни хотел. Я хочу больше внимания, я хочу больше эмоций, я хочу, чтобы ты что-то для меня делала или чего-то для других не делала. Я хочу, чтобы ты с этими друзьями не общалась. Вот я хочу, я хочу, я хочу. Вот мне так будет комфортно в этих отношениях. Не потому, что он эгоист, не потому, что он пытался ее задавить. Поймите меня правильно, это не плохая часть. Просто это то, как он воспринимал отношения. Вот ты сейчас со мной, ты моя девушка. Мне в отношениях с тобой должно быть приятно. Я хочу, чтобы было так. Я хочу, чтобы мы были вместе. Я хочу, чтобы у нас было очень эмоционально. Я хочу, чтобы в этом поменьше народу участвовало, чтобы не уходила ты по вечерам с подружками на дискотеке или еще куда-нибудь. Хочу, чтобы мы работали вместе. Хочу, чтобы мы дома были вместе. Хочу, чтобы звонить тебе хочу по 15 раз в день, а ты чтобы трубку брала. Вот такие я отношения себе представляю, такие я хочу. Возможно, он ей это позиционировал, возможно, он ей это рассказывал. Возможно, говорю, потому что в предыдущем раскладе, опять же, индивидуальном, было такое, что у него есть представление о том, что догадайся сама, обрати на меня внимание. Если ты много на меня смотришь, если ты часто про меня думаешь, если ты чувствуешь меня, то ты вроде как должна бы сама догадаться, почему мне плохо, чего мне не хватает. И вот он такой, что-то ему не нравится, он сидит, ждет, когда люди догадаются, что ему не нравится, и исправят, потому что заметить это может только очень внимательный человек, который очень сильно хочет понять, что не так в данный конкретный момент с Мертом. Сделать ему хорошо. Может быть, у него мама так себя вела постоянно. Это не хорошо, не плохо. Это подход к отношениям. Афра, как бы сильно ни старалась сохранить эти отношения, очень защищала себя в них. У нее и стержень внутри есть, и желания определенные есть. И растворяться в своем партнере она не планировала. Она хотела оставить за собой то, что она считает главной ценностью своего характера, главной ценностью себя как личности. Вот это вот растворение в партнере не предусматривалось, а партнер, собственно, это растворение требовал. Соответственно, грустил каждый раз, когда она ему это не предоставляла, и в результате могло такое произойти, что если не измена в чистом виде, то какие-то... Чаще он начал где-то появляться на каких-то фотографиях, чаще он начал куда-то выходить не в ее компании, например. Вот такой плавный выход из этих отношений мог быть, плавный расход. Никогда в ночь с воскресенья на понедельник они внезапно отписались друг от друга в Инстаграме, резко поудаляли все фотографии, и все, и в понедельник отменили все, заблокировали все телефоны, и все, с понедельника мы не общаемся. Когда это как-то плавно, вот как-то видно, что и он как-то так чем-то там начал заниматься, и реже он стал с ней появляться, и там как-то Инстаграм еще подписаны, но лайки уже не ставят, вот что-нибудь такое, какой-то легкий такой какой-то выход. В результате разошлись просто потому, что, не услышали, что ли, друг друга, я так в глобальном смысле. Потому что если бы он пытался понять, чего она там сдерживает внутри себя и дал бы ей проявиться индивидуально, она бы и не уходила из этих отношений, и она бы ему как бы донесла, что эгоистам и эгоцентристам тяжело быть в отношениях, ты тогда, может, она что-нибудь такое сказала, что типа я этого сделать для тебя не могу, пойди найди себе другую, которая будет для тебя это делать. Он как будто такой, ладно, хорошо, раз есть такой вариант, раз ты за меня не держишься, и раз ты не пытаешься вот все бросить к моим ногам и сделать так, как я хочу, окей, я пойду найду кого-нибудь другого, кто будет это делать. Какой-то такой немножко, правда, такие чуть-чуть
не взрослое какое-то отношение. Ну и насколько окончательно они тогда, получается, разошлись? Если у них шанс... Какие у них отношения вот прямо сейчас? Вот сегодня у нас, сейчас я посмотрю, 22 июня. 22 июня сегодня. Какие на сегодня отношения у Умерта Рамазана Демира и Афры Сарачоглу? Что он думает, чувствует про нее и что она думает и чувствует про него. По шестерке Пентаклей показалось, что, может быть, хотят помириться. Она, знаете ли, не забыла эти отношения, не забыла свои ощущения в этих отношениях. Не знаю, насколько навстречу взаимоотношениям с Мертом она движется, но огонь между ними все еще есть. Это не холодное отношение, это не то, что они не общаются, не разговаривают. Здесь по шестерке Пентаклей мне показалось, что, может быть, он хочет помириться. А вот здесь вот у нас по суду получается, что это не то, чтобы помириться, но сколько, что ли, окончательно прояснить. Знаете, как это может выглядеть? Это может выглядеть как представление двух людей, которые любят друг друга или когда-то любили друг друга. Представление о том, что без любовных отношений они могут оставаться друзьями, например. Как люди пробуют быть в паре, а потом садятся и такие, знаешь что, не получается. Ну, дружить-то мы с тобой можем, общаться-то мы с тобой можем. Мы же можем созваниваться, ходить друг к другу в гости, там, вот это вот все. Просто без бенефитов соответствующих. Можем же? Давай попробуем. Как будто бы было представление, что это может получиться. Но и у нее не перегорело, и он про нее забыть не может. И вот эти вот отношения, мы созваниваемся, и вроде как созваниваемся, и можем там 3-4 часа без остановки проговорить по телефону. Так друзья редко делают. Там это какая-то подоплека должна быть для этого. Значит, все-таки чувства не угасли, значит, все-таки... Но при этом там, может, встречаемся с другими людьми или там работаем в других каких-то коллективах. То есть мы не вместе, мы живем не вместе, мы не целуемся где-то, где нам хочется, например, поцеловаться. Или целуемся, но с другими людьми. И вот здесь вот такое ощущение, что сейчас какой-то такой период, как будто бы прояснения, как будто бы они и пытаются быть друзьями, и признаться друг другу надо, что дружба как будто бы не очень срабатывает. То есть там либо должны быть отношения, и уже чувственные, любовные тогда, так или иначе, или тогда просто не звони, не пиши, потому что каждый раз это вот тыкает палочкой, старые воспоминания всплывают, и пообщаться-то и хочется, и за какие-то определенные рамки заходить нельзя, это тоже тяжело. Когда это действительно искренне не превратилось в дружбу, а остались какие-то угольки прошлых отношений, которые нет-нет, да и вспыхивают. Они не разругались, не рассорились, не расходятся, ну и не сходятся обратно. И вот эта вот тягомотина вот такая вот тяжелая. Давайте посмотрим. Год 3-5 тогда, если они в процессе этого прямо сейчас находятся, то, может быть, они и определятся в ближайшее время на предмет, будут ли они вместе, сойдутся ли они, снова ли они превратятся в пару в течение года, в течение 3 и в течение 5. Интересный ход. Думалось мне, вернее, да, показалось вот здесь вот. Ну, знаете что, свадьбы не будет, смотрите, мечи пошли у нас. Свадьбы не будет, пары в результате не будет. Но вот эта тягомотина, про которую я говорила, она некоторое время еще продлится, потому что чувства не остыли, не угасли. В каком виде это будет проявляться? Вот эта вот 7 мечей может отыграться, знаете как? Вот вроде сказали, что они не пара, но обещали, что у них хорошие отношения. Но при этом друг от друга в Инстаграме отписались, заблокировали и, врут, наверное, да, то есть какие же это хорошие отношения, если друг друга заблокировали. Говорят, что и видно, что друг друга заблокировали, комментарии не ставят, лайки не ставят, сердечки не ставят, и вдруг бац, их где-то там, я не знаю, в каком-нибудь Риме или в каком-нибудь Париже застали сидящими в кафешке, пьющими кофе, например. То есть все-таки периодически встречаются. А романтически ли они встречаются? Или они просто по дружбе? Или они на улице столкнулись и решили кофе попить по старой дружбе?
Вот такое вот непонятное, постоянное туда-сюда, то да, то нет, то мы вместе, то мы врозь. Они, судя по всему, и поклонникам голову морочить будут, но это не пиар и не специальная какая-то история, чтобы поддерживать, да, какой-то вялотекущий к ним интерес, а искренне совершенно у них внутри неопределенная история. Они вот сами еще не поняли, и ближайшие год и 3 не поймут, какие же у них на самом деле отношения. К концу 5-го года или к 5-му году, или там через 5 лет, например, эта ситуация прояснится и объяснится. Для кого? Для них точно. Узнаем ли мы об этом? Не факт. Кто победителем выйдет из этой ситуации? Я так понимаю, что вот эта вот тягомотина, она как раз, так сказать, базируется на том, что у них цели от отношений разные. Один хочет этих отношений, другой не хочет этих отношений. Или он хочет этих отношений, но в другом формате, а тот первый не соглашается на этот формат. Вот здесь в данном случае кто-то один получает то, что он хочет. Может быть, это какой-то ультиматум, типа наши отношения будут либо такие, либо никакие вообще. Вот определяйся уже наконец. Потому что сколько можно тянуть, сколько можно вот это время, непонятно, мы дружим или мы не дружим, у нас отношения или не отношения, я устал или устала, я больше так не могу, давай определяться, либо будет так, как вот я сказал, либо не будет никак, все расходимся. И вот этот кто-то, он побеждает, он получает то, что он хочет. Что это может быть? Мы можем не узнать, как зрители, как посторонние. Они внутри себя определятся, и дальше потом захотят они об этом рассказать, или все будут конспирологические теории на эту тему строить, или это плавно как-то в небытие эта история уйдет, просто потому что ей подтверждений никаких не будет. Вообще никто не будет ни о чем говорить, никаких вообще даже намеков не будет, неоткуда будет брать информацию, а значит, оно как бы само так вот в песок уйдет, потому что не на чем будет строить, собственно, и конспирологические теории в том числе. Если у кого-то есть еще сомнения на тему того, вместе они или нет, то вот ближе к сроку, через 5 лет, эти сомнения уже распадутся так или иначе. Пары я здесь не вижу, свадьбы я здесь не вижу. Стремление быть вместе, желание быть вместе может быть основанное на старых воспоминаниях каких. Ну, было же хорошо. Но получалось же у нас замечательные отношения. Ну, как же так они не получаются сейчас? Может быть, вот это вот. Может быть, все-таки попробуем. Но люди взрослеют, люди набираются опыта, люди делают какие-то выводы. Может быть, поэтому второй раз ты не можешь в одну и ту же реку войти, потому что ты другой человек, и река уже другая. Все поменялось, уже не получается. А старые воспоминания еще тянут, еще иногда хочется. Ну, вот такое какое-то вот опять непонятное, нестандартное, такое вялотекущее, оно некоторое время будет длиться, но ничем хорошим, как мне здесь видится, не закончится. К сожалению, кто бы чего хорошего не ждал от этих моих раскладов, пишите, опять же, комментарии. Кто карту умеет читать, скажите мне, что я не увидела в перспективе на эту пару. Скажите мне, что я все наврала, и что я повторяю сплетни, слухи из сети, и что на самом деле они вместе и очень счастливы, скоро у них будет ребенок и 3-я свадьба подряд. Вот расскажите мне по этим картам, как бы я могла это вытянуть из Вселенной. Подписывайтесь на канал, если кому хочется смотреть ролики раньше, чем они поступают в общественный доступ, то тогда подписывайтесь в наше комьюнити, недорого, буквально стоимость чашки кофе, но зато вы будете смотреть видео раньше других, можно будет писать мне личные персональные комментарии с вопросами, ваши личные раскладики на 3 карты, в шортсах отвечаю на любой вопрос, который возникнет. Советуйте мне новых героев для раскладов. Если это будут не турецкие актеры, я буду только рада, потому что я как-то уже углубилась в эту тему. Давайте рассматривать и международных каких-то звезд. Если все-таки интересуют турецкие звезды, то кидайте мне имена и соответствующие вопросы, потому что, как вы видите, я не очень специалист по турецким актерам. Мне наводящие вопросы очень помогают построить потом сценарий ролика. Лайки, дизлайки с вас, с меня. Продолжение интересных раскладов. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.